Раз, два, три. Раз, два, три. Фавионыч в эфире. Hi everyone. Hello. Merhaba. Good morning. Good. Как там еще? Какие еще варианты? Вариантов на самом деле множество. Друзья, сегодня у нас внеочередной, но на самом деле не внеочередной, а очередной стрим. Среда по средам с Фавионычем. Фавионыч здесь. И у меня сегодня, видите, картинка какая? Картинка морская. Напишите, что вы думаете про эту картинку. Что она вам напоминает. О, что-то. Так, со звуком нормально все? Сейчас проверим еще разочек. Запустим внешний мой монитор. И сегодня... Да что ж такое-то сегодня? Сегодня какой-то странный день. Нет, нет. Протруль сегодня будет. О, как мои очки вам, друзья? Блестят? Итак, друзья, сегодня подведем итоги моего марафона, моего прогноза. Да что ж такое-то сегодня? Какая-то в середине попала бяка. Как там проверяют? Или это у меня в очках уже не резко? Или я сам не резкий стал? Так, что-то у нас ответы зрителей тоже насчет... Нормально, да? Привет, Илья. Посмотрел твой ролик. Посмотрел. В электричке и не в электричке. Песня под гитару. Я тоже на гитаре, кстати, играл. Сейчас уже забросил. О, хорошо, сегодня у меня отмокание ног. Кто смотрел мои недавние видео по поводу прогноза алгоритмов Flickr, мы с вами сделали их. И что получили? В результате мы вчера получили Explore и получили ту работу, которую прогнозировали, с учетом того, что в этой работе были, я разбирал уже все во вчерашнем видео. Что было? Необычные ракурсы, необычный цвет, что там, необычная текстура и необычное, вообще все необычное. Все необычное было. И на счастье работа зашла высоко. То есть если на планшете крутить, ее в принципе на первой странице видно. Ну, 16-я позиция, в принципе, окружение очень приятное, известные фотографы. Я получил порядка 40 где-то комментариев. И больше 22 тысяч, я не знаю сколько сейчас на данный момент. Ну, наверное, так же где-то. Думаю, что в районе 200 говорю, 20 тысяч, чуть больше. Работу я тебе показывал, вы ее помните прекрасно. Мы ее записывали, когда делали с вами влог про что? Про стрит. И ходили за зонтиком. Кстати, канал F1, многие спрашивали, почему. Ну вот F Фавионыч, а 1 это вот персонаж, который там в затемненном варианте, в зеленом, в желтом, по-разному. В общем, он там присутствует, этот персонаж, дает какие-то подсказки. Так, что у нас со звуком, кстати? Норм? Могу поближе поставить. Микроскоп. Так что вот, сегодня на разные темы. В честь этого события, я уже говорил в предыдущем видео, я делал салат. И сегодня вот, кому интересно, я шорт записал. Нашел там интересную песню про томаты. Кстати, вот, задачка была по поводу инди-градиентов для салата. Как раз с теми цветами, которые в этой работе. Да? Ну, давайте я переключусь сразу. Раз уж АБС запустил, что, надо же показать. Давайте покажем, сейчас компьютер перезагрузится. Там как раз я говорил во вчерашнем видео, во вчерашнем влоге. Рассказывал, что деление фотографий по именно палитры на 3 части, на 3 цвета, причем 3 ключевых, я о них рассказывал, так называемые RGB цвета. Не знаю, слышно меня, видно? Сейчас посмотрю на втором мониторе. Здесь как раз эти цвета присутствуют, они есть здесь. Это вот зеленый, он в контровом цвете, за счет этого получился очень яркий, насыщенный и кирпичный. На самом деле точное название этого цвета я упоминал. Это из палитры 19 века классической, это венецианский красный называется. Есть еще индийский красный, но близко подходит. Но здесь как бы и те, и другие сорта, как говорится. Снимал я это павионом, как вы поняли, Павионыч снимает павионом, но не только.
Ну и, соответственно, залито все это не залито. На самом деле это реальный кадр, никакого здесь монтажа нет. Кроме того, что здесь, если внимательно посмотреть, очень внимательно, совсем внимательно, то можно обнаружить, что провода-то здесь были, конечно, их там достаточно много было. Я тут так, своей грубой рукой затер, но больше ничего не затирал. Так что вот. И вот ингредиенты салата как раз из трех частей. Зеленый, красный и белый, который составляет в сумме всех этих цветов. Поэтому салат этот называется салат Абурата, я его назвал, от Фавионыча. Так что можете посмотреть сейчас шортс, я не знаю, вырежет ли... Мне, кстати, понравилась эта музыка очень, поэтому кому интересно, можете зайти посмотреть прямо сейчас. Ну или я вам сейчас включу, не знаю, будет слышно, нет. Музыка, конечно, классная. Please, mister, don't touch me tomato. Ну и вот такое видео, где я готовлю этот салат. Салат очень простой, но ингредиенты для него чрезвычайно сложно, не то что сложно найти, а просто сделать так, чтобы это было действительно бомбически. Для этого нужно как минимум любить томаты как Фавионыч, как минимум. Разбираться в сырах, в мягких. Но, слава богу, у нас сейчас появились наконец-таки эти сыры. Потому что год назад, когда там началось это импортозамещение, там все было печально. Ну вот почему-то молодые сыры, они как бы, ну, что кто-то научился. В принципе, что там делать? Там сливки. Молодой сыр там делается за несколько часов. Тем более, наверняка кто-то из ваших знакомых делает, друзья. А я сегодня, видите, с лимонадом, с моим волшебной жижей. О, имбирный лимонад — это вещь, друзья. Это супер. Так что всем рекомендую. И в жару, и в пасмурную погоду, и самое главное в холод никогда не будете болеть. Поэтому вот, сегодня такой свободный стиль. Пишите. Вообще поговорим обо всем. К черту фотографию. Будем говорить о том, что вас интересует, что вам понравилось, что не понравилось. Я уже задал кучу вопросов. Ну, в качестве примера могу почитать вам комментарий на этот ролик. А что, не переключилось, что ли? Да не, вроде переключилось. Я намеренно пошел в алгоритме, который отработан уже многие годы, для того, чтобы... Я записывал как раз про это видео, как сделать возможным более реально попасть во Flickr Explorer. Что нужно для этого не делать. Ну, посмотрите это видео, оно есть. Это вот буквально там предыдущее видео. Через одно. Ну вот, до Explorer я получил несколько комментариев. Херман Хенджела, Мигель Энджел, который следит за моим творчеством, Сергей написал, тоже новые пользователи, Бо Дудас, который имеет множество групп, там несколько, по-моему, в районе 10 групп у него. Ну вот он здесь написал, Take up prisoners, там не брать в пленных, да, Powerhouse of Demanding Scene, Web Patins Mildew, то есть патина такая плесневеловая, поверх стены делает эту фотографию золотым. Самое интересное, что почему-то, когда вот это сочетание вводишь в этот в Яндекс, получается вообще какая-то неприличная политическая перевод, вообще просто бред какой-то. Хотя вот читаешь, так переводишь, все нормально. Попробуйте сами, я не буду делать. Зайдите в мой Flickr. Ну, здесь Стэн написал, что прекрасные фотографии и цвета. Дальше Томас, хороший, нравится снимок, поздравляю с Эксплором. Ну, Сергей Пономарев, которого вы, может быть, знаете, артистическая работа. Дальше Пол обратил внимание на Point of View, о которой я рассказываю, что точка просмотра этой работы, как бы, ну, мои съемки нижние делает этот арт. Ну, дальше, собственно говоря, почему 18 число стоит, потому что в Америке сдвиг на 8 часов, поэтому у нас 19, у них 18. В 7 часов обновляется по Москве Explorer, ну, 12 ночи по американскому времени. Дальше Viron One, вот этот гражданин с самого начала был со мной во Flickr. Такой, ну, больше не фотографиями занимается, а группы. Поздравил меня. Дальше Capture Moment, Lazy Dagmar.
Поздравили Жан-Луис Дума, тоже, кстати, интересный фотограф. Travel Слоник — это русскоязычный блогер, путешественник, действительно занимается съемкой интересных пейзажей. Был, кстати, по-моему, я с ним общался через этот, как его, Clubhouse, и там он нашел. Full Shot Congratulations to Explore. Так, он, по-моему, в Испании живет. Excellent. Так, дальше французский. Кстати, кто знает французский, переведите. Excellent. Ну, такой, видите, такой. Тред. Ну, трест знаю, а тред Felicitation. Felicitation английское, это понятно. Ну, дальше здесь Magnifique Felicitation. Понятно все. Интересный комментарий Йоши Акишави. Он как раз говорит о том, о чем я разговаривал вчера. Тема была вчерашнего видео посвящена цветовому контрасту. Я рассказывал сочетание цветов о именно цветовом контрасте в фотографии и в композиции. И здесь как раз он говорит о том, что цветовой контраст между, здесь названо, субъектом и задним фоном, ну, задний фон здесь голубой, да, то есть такой просто голубое небо, ему очень понравился. Well done. Дальше Роб написал поздравления, теплые пожелания из Нидерландов, из Голландии. Что, не знаю, означает, напишите в комментариях, что бы это значило, теплые поздравления из Нидерландов. Ну, каждый думает по-своему. Даниэл Гарида написал, что реально понравились насыщенные цвета. Кстати, в Павионе, друзья, есть такой режим Vivid Colors. Это насыщенные цвета. Ну и, соответственно, он отметил интенсивный свет. Отличная фотография, понравилась. Ну и поздравил меня с экспортом. Ванди тоже интересный фотограф, снимает цветов много. Поздравила меня, ну и ей понравилось. Здесь такой Павел Март, ну я думаю, что он зайдет, посмотрит чуть попозже. Он написал по-русски «ух». Что такое ух, пух, вух, вух, вух? Ну, в общем, отметил. Дальше с Буэна, ну это понятно, привет, все дела. Ну вот интересный тоже комплементарный, хотел сказать, комментарий. Love the punchy colors, такие броские цвета, или ударные цвета, как нужно, панчи. Very something is what made me think of Adam cheese, or maybe of loaf of bread. It just look ready to slicing. То есть речь идет про то, что я записывал недавно про тостер, да, видео. И здесь этот автор обратил внимание на то, кстати, у всех авторов разное видение, обратите внимание, чем файн-арт хорош. Он открывает возможности и задает вопросы, и видение человека разное, и арт дает возможность реализовать вот свое собственное видео. The Dog Walker, да, или Dog Walker, обратил внимание на то, что это напоминает бутербродницу, тостер, где в качестве выхода бутербродницы вот эти зеленые листья, да. То есть он сравнивает, что maybe плохо кусок хлеба, да, и just выглядит слайсинг. Это, в принципе, выглядит как для слайсинг, нарезка. Так, ну дальше 5 звезд. Вау, Илья Алшанецкий, ну он так присутствует постоянно на моем канале, и я имею в виду во Фликере. Лука Бабесси, Great Walk. Бо Дудас написал уже после Explorer Boom and Couple. Я, кстати, не понял, что это такое. Скорее всего, это имеет какое-то значение из песни, или какое-то словосочетание, или какая-то идиома. Я не разобрался, что это такое. Ну, переводчик не показал мне. Шоу Милкс поздравила меня. Все хорошо. Интересный блогер и туристический гид, фотогид, у которого своя школа в Индии, Шанантун Дутта, делает интересные места, но он в разных жанрах работает, но его основное, конечно, значение то, что он, я так понимаю, что обучает фотографии и водит экскурсии по вот этим местам силы. Он написал, что ему понравилось мой поиск, результаты моего поиска в Санкт-Петербурге.
Кстати, многие боятся, что какое-то отношение предвзятое во фликере к русскоязычным, это не так, друзья. И не только касается восточных стран, это касается и западных стран. Здесь политические вот эти все события, которые разъединяют людей, они не работают. Поэтому это не ангажированная структура, во всяком случае пока. В отличие от Твиттера и от всяких прочих инстаграмов, фликеров, фейсбуков, которые запрещены на территории РФ. Так, он написал, что ему понравилось действительно, что я нашел такое место, прекрасная фотография Listen Wave, поздравил меня с Explorer. Джозеф Хофер написал, что ему понравился именно точка, опять-таки он говорит о точке съемки, да, Great Upward View, и об интенсивных цветах. Именно эти цвета и точка съемки сделали это фото, можно сказать, real eye catcher, то есть поймали глаз. То есть, ну, это как бы ловушка для глаз. То есть ту ловушку, которую я расставлял с помощью вот этих 3 цветов, я думаю, что она удалась. Поэтому, друзья, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. И я задавал вопрос, что вы необычного есть на этой стене. Ну, пока никого не получил ответ, но я думаю, что вы напишите в комментариях рано или поздно. Или кто-то напишет, кто посмотрел в переводе, там 20 языков я сделал, субтитры. Джозеф поздравил меня с Эксплором. Дальше интересная ситуация, которой я обратил бы ваше внимание. Очень редко, крайне редко, у меня это где-то раз в 1,5-2 года бывает, ну может быть в год, попадаются вот такие вещи. То есть идет ссылка рекламная, на который вы тут же можете подать жалобу, что, в принципе, я сразу сделал. При открытии аккаунта вы видите, что страницы нет. То есть это клоновая страница, так называемая. Ну, жалоба на этот ресурс была отправлена. Соответственно, заблокирован сам абонент тоже. О чем говорит страница, которую, собственно говоря, мы сейчас пытались открыть, она уже удалена. То есть это говорит о том, что безопасность фликера на высоком уровне. Мне задавали тут вопросы новые пользователи фликера, которые не смогли зарегистрироваться. Я объясняю, почему сделано так, что вы с приложения не сможете зарегистрироваться. Может быть, с 100-й попытки вам это удастся, кому-то из моих знакомых это удалось. Но фликер это ограничил, поскольку он понимает, что приложение все-таки имеет большую уязвимость, чем какие-то браузерные системы. Ну, поправьте меня, может, я не прав. С планшета, с телефона можно зарегистрироваться во фликере, до этого достаточно открыть любой браузер, лучше открыть Google Chrome и в нем сделать. У вас это все будет потом интегрировано, вы сделаете двойную аутентификацию, как там компьютерщики сокращают, как она называется она, я потом с этими даркнетовскими общался, 2F, сокращенно называют такое слово. Ну, в общем, двойная аутентификация. То есть, когда вы каждый раз заходите с другого устройства или с какого-то незнакомого, он вам просит подтверждение с Google аккаунта, с вашего. Тут же сразу с Google вылетает как бы сверху как бы ссылка. Не надо ничего открывать дополнительно, просто тыркайте, подтвердили и все, зашли. Если, конечно, не хотите, чтобы ваши фотографии превратились в мох, как говорил персонаж One. F есть Павионыч, и One это... Кстати, давайте назовем его как-то, этого второго персонажа, предложите варианты. Я предложил или One, его назвать One, да? One такой есть. One, какое-нибудь восточное имя, да? One. Пускай он будет Ваном. Или еще как-нибудь, или там... Я хотел сначала F4 назвать канал, F4. Мне рекомендовали все F3, 3 слоя F-авион, все, ну, F3 как бы, не знаю, и сделал V1. 1, пускай будет F1. Что у нас осталось? Ну и ссылка, да, на сайт. Дальше тоже Михаил Брин обратил внимание на именно цветовой контраст, о котором я рассказывал. В принципе, он и сделал, кроме того, что необычный угол точки зрения, point of view, это, конечно, цветовой контраст. Ну и здесь дальше вы можете обнаружить, что
достаточно большое количество групп. Я в эти группы, все меня просили, ну, я в эти группы какие-то интересные добавлялся, которые неинтересные не добавлялся. Ну, в общем, интересно есть. И интересные есть группы. Есть новые, кстати, группы, которые меня заинтересовали. Потому что достаточно высоко. Ну и после этого всего, что тут еще осталось? Что осталось? Пол Грилло, значит, поздравил с Эксплором, композицию отметил. Простая палета, то, что я говорил, ну, палета цветов, да, и как это сбалансировано на самой сцене, то есть, как бы, как это в сцене, можно сказать, сбалансировано. То есть о том, о чем я говорил, друзья. Простые цвета, цвета чистые, цвета насыщенные, но при этом они имеют всю структуру и необычную точку зрения. Но это не фавизм, друзья. Я об этом говорил. Если кто не смотрел мое видео про фавизм, ну посмотрите. Я там, конечно, не реализовал фавизм в полной мере, но места, мы искали видео, мы искали места для фавизма. Понятно, что фавизм нужно освоить, осваивать, долгое время пользоваться. Так же, как и изготовление салата. Майк Шеннон отметил, что бриллиантовое оформление рам, ну, как бы имеется в виду кадрирование и execution. Переведите сами. Так, Марк Парадокс тоже, кстати, постоянно присутствует. Прекрасная фотография. Ну и поздравил меня. После этого меня тут добавили еще на какую-то такую группу обычную, где там много-много фаворитов. Ну и я по совету Сергея, когда вот он начинал уже через 3 года после моего начала во Фликере, тоже вступил в группу, он рассказал, как сделать одним ответом на все вот эти комментарии. Представляете, вы получаете верхнюю строчку, получаете там несколько десятков, как у меня это в районе 40, или там сотни комментариев, как ответить на все сразу. Отвечать каждому можно, но это, во-первых, увеличит количество комментариев, ваше время гигантское. А здесь на самом деле все просто. Делается это таким образом, я вам сейчас покажу, друзья, как это делается. Значит, смотрите, вот, например, я сейчас перечислю, может быть, кого-то я пропустил, но, во всяком случае, покажу еще. Значит, вы нажимаете вот сюда стрелочку, ну и давайте ответим конкретно вот Полу Грилло. Вот, нажимаете сюда стрелочку, у вас внизу, видите, где ваш ответ. Появляется ссылка. То есть высветится название этого человека. Дальше, когда вы хотите следующего, вы берете еще раз стрелку. Раз. И у вас второй получился. После этого пишите комментарий. И когда вы отправите на коммент, то получится, что... Давайте я на одного отвечу. Одно слово отвечу. Одно слово отвечу. Вот так. И потом это все уйдет с множеством вот таких комментариев. И каждый из этих людей, которым вы отправили ответ, он получит уведомление, если у вас настроено уведомление во Фликере, о том, что вы его отметили. Поэтому обратная связь имеет значение, плюс ответы желательно смотреть, потому что в ответах может быть какие-то интересные вопросы люди будут задавать, что некоторые ответы пропускают, но это неверно. Ну, вот все, что я хотел сказать вам про вот эту работу. Значит, статистика пока показывает, что все нормально, все хорошо. Более глубокую статистику мы посмотрим уже через какое-то время. Ну, честно говоря, я думаю, что вот эта цифра 22 тысячи, она там за недельку там до 40, наверное, подрастет. Потому что и группа появится, поскольку просмотров действительно много, будет, наверное, вам интересно посмотреть. Ну, порядка где-то от 6 до 10 человек пришло новых пользователей. Ну, комментариев сами видите, просмотров тоже. Плюс есть ссылки. Интересно, кстати, еще к вам хочу задать вопрос. Вот Илья может быть в курсе. У меня очень интересная статистика по одному из видео. Сейчас я ее открою. Хотел спросить. Вот видео, которое я делал, тоже там порядка 25 языках. Ну, вот здесь сейчас я вам его покажу. Это не трансляция, это видео, которое про
Павион и Минольту. И поскольку я тоже изучаю переходы, можно все это посмотреть. Меня заинтересовало следующее. Меня заинтересовало, сейчас я посмотрю, покажу, чтобы вы сами видели. Аналитика вещь полезная. Так, обзор. В обзоре это будет. Сейчас посмотрим. Вот, здесь есть внешние источники, вы можете посмотреть. Ну вот, во внешних источниках, сейчас я найду. По-моему, это в аудитории. Вступление. Так, это не то. Да, по-моему, в аудитории. Сейчас посмотрим. Ну, здесь вот видите уже просмотры на других языках. Английский, японский, украинский. Может быть, это что-то еще. Так, что-то я здесь не вижу. Ну, в общем, смысл в том, что есть с этого видео переходы с Википедии. Я видел переходы с разных сайтов, которые использовали мое видео по Павиону. Это в том числе даже не только коммерческие сайты, но и сайты по образованию. Но использовать ссылку в Википедии я никогда с этим не сталкивался. Причем там процент такой, ну не маленький, там 15% переходов было на это видео с Википедии. Я стал разбирать Википедию, смотреть по Павиону, по Минольте, по Фоминон X3. Тупит компьютер. Тупит, туфавиониш, туфиш. И не нашел. Может быть, вы поможете, может быть, вы поймете, где ссылка на Павионыча в Википедии. И есть ли такая возможность? Есть, конечно, интернет это общая структура. Я об этом говорил. Flickr тоже относится к серверам Amazon. Почему я упоминал Google? Потому что это гигант, который, в принципе, всем этим управляет, рулит. И поэтому интеграция, продвижение, оптимизация роликов, она позволяет вот это продвинуть, расширить и углубить. Вернемся к салату. Ну, все просто. Ингредиенты простые. Помидоры, которые я очень люблю. Можно черри использовать, можно использовать большие. Что-то у меня тупит сегодня. Дальше это хорошее первого отжима масло, оливковое, разумеется. Я люблю греческое, критское. Василакис. Бурата, молодой сыр, который в таком комочке. Комочке, мешочке, как он называется. И базилик. В этот раз я использовал зеленый базилик, но я почему-то предвзято относился к цветному базилике. Почему, кстати, такое название? Кто знает, напишите, почему базилик называют базиликом. И базилика. Связано ли с этим базилика Ватикана или кого-то? В общем, тот цвет такой бурый или какой там фиолетовый базилик. Мне он всегда нравился. Я зеленый как-то обходил, потому что считал, что он какой-то недоразвит. А на самом деле на даче выращивался зеленый, он нормальный вкус. А тут я купил зеленый и обалдел, насколько он свежий. И тот фиолетовый, который бы не попадался, он даже менее насыщенный. Поэтому вот такой салат. Весь смысл в качестве ингредиентов. Поэтому кто делает греческий салат, попробуйте еще вот этот классический итальянский салат с буратой. И я думаю, что вам понравится. Чем его запивать? Да ничем не запивать. Можно, конечно, запивать чем-то крепким или не крепким. Но, во всяком случае, я думаю, что самое главное не это. Самое главное это, чтобы получился. Так что вот, сегодня у нас резко все нагнало, похолодало, лето. Хотя в Европе говорят, что там жарище страшное, там люди там изнывают от жары. Но я думаю, что к нам тоже вернется, изменится все. Вот. Ну, я рассказывал, что был тут у меня выпуск про съемки «Молнии». Я, кстати, «Молнии» снимал и в Турции тоже тогда отправился на гору в дождь. Бегал там со своим карбоновым штативом. Ну вот в этот раз у меня «Молния», я смог ее вытащить только из видеокадра, потому что снять ее достаточно сложно.
Кадр такой нерезкий, такой вытащенный из видеокамеры, экшн-кам, то есть маленького размера, но тем не менее видно саму структуру. И, кстати, кто не знает, до недавнего времени, до появления фотографии, вообще как таковой, люди не знали, что такое молния и какая она, как бы, в чем причина ее появления, как она растет. И есть, кстати, на Ютубе замечательные ролики о теории молнии. Есть восходящие молнии, нисходящие. Я как рассказывал как раз про фотографа, одного из, который есть на Фликере, в моей трансляции, что он умудрился запечатлеть такую фотографию молнии. Там девочка сидит где-то вдалеке в поле, и вот молния восходящая. Я думаю, что он сам-то не понял, что произошло, но на самом деле это тоже редкое явление, восходящая молния. То есть идет снизу наверх. Ну а здесь она была вот так вот горизонтально, не все вошло, большая такая молния, с одной части неба в другую и вот в эту часть убавила. Поскольку здесь, вот видите, здесь такая разная плотность атмосферы, и я коррекции тут подчеркнул, чтобы вы понимали, что вот в этой части дождь идет, да, с верхней части очень много влаги, здесь тоже идет дождь, а внизу, видите, какое-то такое сияние. Ну, некоторые скажут, фигня, это не фотография вообще какая-то. Нет, это является фотографией, поскольку это документальная фотография, подтверждающая явление. А документальной фотографии, конечно, минимум коррекции нужно, но я делал коррекцию все равно, потому что, ну, иначе бы это явление в цветами не получилось бы. Ираклий Сан изменится все, прилетит пепелац. Да, пепелац прилетит. Кстати, да, по поводу пепелации, я помню, когда я делал системы, после, я не помню, какой это год был, по-моему, 9 или 10, или может быть позже немножко. У нас на Комендантском такую высотку построили огромную, еще до открытия метро. И там в доме хорошие люди, мой знакомый, открыли кафе. Кафе полностью сделано по фильму Кинзадза. Ребята молодые, они построили там клетку для танцовщиц. Там стоял огромный медный, из меди сделанный пепелац. Там были вот эти замечательные штуки для бандуры, которые нужно вытаскивать. Помните, да, из фильма? А что так дорого? Кашу жрали, воду пьете и бандура. Вот бандура, это вот нажимаете, и там такие колонки из лент, из железных. Люстры, кстати, там тоже были сделаны из таких, из железных лент. Я там ставил оборудование звуковое, но через год они съехали. Видно, оборудование было хорошее, слишком громкое, но, может, по другим причинам. И некоторое время там функционировала Евразия. Это, кстати, первый, по-моему, в Питере запуск проекта Суши. Кстати, первый мой объект по аудио я делал где-то примерно в 2001 году, а может быть даже в 90, да, в 2001, по-моему, они приехали. И я как раз познакомился с владельцем, который открывал эти Евразии. По-моему, первая была открыта на Литейном, как раз я там и делал озвучку. Не знаю, до сих пор, по-моему, все работает там. И вот к чему я говорю, к тому, что Евразия там оставила, пепелац-то стоял некоторое время. Остальное там было разобрано. Ну, какое-то время он там стоял. Потом мы его разобрали. Сейчас там открыли, по-моему, то ли грузинскую, по-моему, грузинскую кухню. Я там заходил как-то года полтора-два назад. Вроде ничего, там кухня такая. Но на стенках висели кадры цветной, распечатанные фотографии, друзья. Не просто какие-то там рисунки, а фотографии из фильмов, оформлены в форме киноленты. То есть достаточно красиво было сделано. Вбухано туда куча денег, короче. Ну, и атмосфера такая была, заходишь. Просто best. На дисплеях крутился Кинзадза. Ну, не знаю, кстати, может, из-за этого их закрыли. Потому что крутили Кинзадзу постоянно. Вообще, фильм, конечно, опередил время. И на момент его выхода, когда я его смотрел, я, конечно, был... Ну, во-первых, мой любимый, один из любимых актеров играл. Леонов. Это вообще бомба совершенно, не актер. Поэтому фильм до сих пор, я думаю, что он переживет множество поколений, потому что так как это сыграно, отношения человеческие. Во многом фильм пророческий, потому что там показаны события, которые и сейчас происходят, и которые будут происходить. Поэтому фильм очень глубокий. Трясутся. Трясутся!
Что у меня такой сдвиг во времени, что ли? Чуть больше минут. Ну да, есть такое. Ну что, наберем Бурата, посмотрим. Или что еще? Посмотрим. Про салаты, про бураты. Я говорю, сегодня нету никакого Буратино выбивает, кстати. Бурата. Ну, Буратино это вообще персонаж уникальный. Тут тоже смотрел ролик про как написали это Буратино, почему это не имеет отношения к сказке про Пиноккио, да? Ну вот про Бурату, видите, написано здесь из Википедии. Почитаем вместе. Можно на русском. Типичный продукт Мургии на юге Италии производится. Ну вот я его пробовал на Сицилии, в Риме. Производится в Греции, кстати, очень вкусная бурата. Производится из коровьего молока, с чужного фермента и сливок. Ну, многие, я говорю, дома готовят его. Можно, кстати, попробовать его сделать. Бурата может иметь происхождение, относящееся к 1900 году. Ну, никто не подтвердил, конечно. Произведенный на ферме братьев Бьянкини, Лоренцо и Винченцо в городе Андрия, в Мургии, область Апулийском регионе. Я даже не знаю, что такое Апулийский регион. Кто-то был в этом Апулийском регионе? Более поздние записи доказали, что Лоренцо Бьянкини с фирмой Пьяна Пандура впервые разработал продукт в 1956 году. Ну, нифига себе, такой разброс. 50 лет. Так, стал более популярным после того, как некоторые местные сыроварни начали его производить. Это может быть полезным способом изготовления ритальи, обрезков или тряпок моцареллы. Да. В ноябре 2016 года бурата ди Андреа стала продуктом, защищенным географическим указанием. Вот видите, теперь оно... Да. Ну, на самом деле, да, в Италии тоже бурата может наноситься на продукт. Это, кстати, когда мы ездили, уже было, что бурата это бурата. Закременавший как ремесленный сыр. Ну, кстати, в той же самой Турции делают ремесленных сыров много видов. Один из самых вкусных, тот, который зашивается в кожу от козы, козий сыр. Очень вкусный, кстати. Бурата сохранил свой статус продукта премиум-класса даже после того, как его начали производить на заводах по всей Апулии. Бурата также производится в Соединенных Штатах, ну, в России, видите, теперь тоже. Особенно в магазинах кустарного производства сыра в городах на восточном побережье. С историческим большим населением итальянских американцев. Понятно, видите, какие дела. Нью-Йорк, кто там еще, какие еще штаты? Ньюарк, Джерси. Все там. Тем не менее, оригинальный бурата ди Андреа зарегистрирован в качестве сохраненного географического указания в ЕС и Великобритании. И все операции по обработке сырья до производства готового продукта должны осуществляться в определенной географической зоне региона Апулия. Ну вот, тут рассказывается, что он начинается так же, как моцарелла и многие другие сыры, с отчуженным ферментом, используемым для свертывания теплого молока. Однако, в Греции, кстати, я видел, как делают этот сыр. Ну, добавляется вот эта чужная штука, это свертывается, потом это все в тряпку заворачивается, выпаривается вода, вымешивается все это. Однако, в отличие от других сыров, творожные сырки и свежие моцарелла погружают в горячую сыворотку или слегка подсоленную воду, замешивают и вытягивают, чтобы образовать знакомые эластичные нити, паста филата, а затем формируют. При приготовлении бураты из еще горячего сыра формируют мешочек, который затем наполняет остатками моцареллы и заливает сверху свежими сливками перед закрытием. На самом деле, вот посмотрите мой шортс, который я сегодня сделал, я его там разрезаю. Весь смысл, конечно, что его положили в центр. Аккуратно, кстати, надо его из банки вытаскивать, чтобы он не разорвался. И потом, когда складываете на салат, его, кстати, складывать не только на салат, который я делал, как он называется, я забыл. Ну, я его называю бурата салат от Фуйоныч. У меня там, кстати, на доске лежат дополнительно другие листья. Может, кто узнает, что за листья. Я, на самом деле, их не использую в салат. Это было для мяса сделано, но я вот так просто иногда ем. Мне нравится. Готовый бурата традиционно заворачивают в листья асфаделя, завязывают, чтобы получился небольшой пучок подобие бриоши. Бриоши.
Бриош — это такой сыр, этот хлеб, я знаю, бриош. И увлажняют небольшим количеством сыворотки. Листья асфадели должны оставаться зелеными при подаче сыра, чтобы указать на его свежесть. В последнее время часто сыр продается в пластиковом пакете или контейнере. Ну, вот я в контейнере получал, и вода, иногда хранящаяся в жидкости. Да, он хранится только в жидкости, в сухом виде его, друзья, вы сможете только если на сыроварню приедете купить. Что мы делали на Крите. На сыроварне можно как бы купить его без воды. Но опять-таки вести его еще надо какое-то время, в любом случае в воде. Или сразу там же съесть его. Когда бурата разрезается, загустевшая страточела, вот, кстати, то, что внутри, мы вчера долго гадали, как называется, загустевшая страточела вытекает наружу. Изменится все, прилетит пепелац и выльется оттуда загустевшая страточела. Сыр имеет насыщенный маслянистый вкус и сохраняет свежую молочность. Лучше всего есть в течение 24 часов. На самом деле мы первый салат делали вот недавно буквально. Он лежал у меня с выходных пару дней. Вкус совершенно другой, друзья. То есть лучше, конечно, чтобы свежий. То есть если вы когда покупаете, я покупал это во Вкусвилле. Кстати, в видео я сказал, что в первом я не смог оплатить. У них там все заглючило. А во втором как бы получилось. Я выбрал самый свежий, дневной, грубо говоря. А через 48 часов он считается просроченным. Ну вот видите, вкус на самом деле меняется очень сильно. И вот эта сливочность, она уходит. Он такой становится более жесткий и запах не очень хороший. Но после 48 часов можно как бы искать, как в видео, когда, помните, мы ходили, снимали вот эту фотографию. Я там искал туалет, который был по причинческим технинам закрыт. Хрустящим хлебом, свежими помидорами, оливковым маслом, молотым черным перцем или макаронами. Нет, с макаронами это перебор. Ну, лично я так считаю. Прошутто крудо, да, хорошо, но у нас его не делают, хотя пишут, что делают. Прошутто крудо делается в Италии. Так, хранится в пещере. Я хотел посмотреть, что же такое асфадель. Вы знаете, что такое асфадель? Асфаделиус. Род в основном многолетних. У нас сегодня будет Википедия. Может, заодно вместе найдем, откуда же переходы, где Фавионыч поселился в Википедии, кто про него написал. Может, вы написали? Род преимущественно многолетних цветковых растений семейства асфаделовых, асфаделяцея. Впервые описанный Карлом Линнеем. Ничего себе. Карл Линней — знаменитость. В 1753 году. Ранее этот род входил в семейство лилейных. Этот род произрастает в Европе с умеренным климатом, Средиземноморье, Африке, Ближнем Востоке, Индийском субконтиненте. Может, кто-то видел? Так. Слушайте, я не знаю, что это такое. Так, еще интересно. Вообще растения — это очень интересная тема, потому что растения — это, лекарство для человека, в первую очередь. Это выносливые травянистые многолетники с узкими хохолковыми прикорневыми листьями и удлиненным стеблем с красивым колосом белых или желтых цветов. Имеют белые цветки, нарастают от 45 до 60 сантиметров. А рамос — более крупное растение. Обалдеть. Блин, фотографию сейчас я вам покажу. Это надо видеть, друзья. Сейчас переключится. Что-то тупит опять. Тупит туфиш, туфавионищ. Так. Да, еще я хотел поменять цвет. Бурата не видно название. Какая-то она зеленая. Слишком салатовая стала бурата. Бурата салата. Ну что тупим-то? Разрешение вроде снизил. Да, конечно, оперативка нужна. Нужна другая. Так, вот, запустилась. Надеюсь. Надеюсь, будет видно. Вот, видите, какая штука. Я бы, честно говоря, если увидел, я бы подумал, что это какой-то кактус. Тут какие-то шипы, вон, смотрите. Это явно, я бы не подумал, что это растение пригодно для изготовления сыра. Или там в него заворачивать. Такой завернешь там, да. Ну, может, они, конечно, использовать эти шишки. Шишки? Да, интересно. Очень интересно. Вот такие шишки.
Ну, калорийность мы не будем смотреть. Вот видите, в Калмыкии растет, говорю, растет сыр, да, на деревьях. Ну, некоторая молодежь думает, что сыр на деревьях растет, батоны на деревьях растут. И буратино. О, смотрите, есть еще, оказывается, буратино. Буратин называется, прикинь. Я бы в жизни не подумал. Видите, все не так просто. Все оказывается гораздо сложнее, чем я думал. То есть бурата и буратино связаны. Да, ну вот, видите, листья тут как раз вот эти торчат, но они почему-то другие, они зеленые. А там то, что мы смотрели, там вообще не похоже на аспаделис вот этот. Где тут зеленые листья, я не знаю, в каком месте они их нашли. Здесь больше цветков, чем листьев. Сейчас отмотаем назад, может он покажет нам. Не, ну вот, я не знаю, может, конечно, здесь есть какие-то листья. Может быть, они, конечно, цветут просто. Надо смотреть в другом месте. Ну вот видите, к сожалению, бурата из Италии находится под временными ограничениями для ввоза в РФ. На странице представлены максимально близкие и похожие на данный продукт товары. Ну вот здесь, видите, она такая большая. И это немножко не то. Потому что мой вариант как раз он, посмотрите видео, он как раз в мешочке такой. Так, а вот где про буратино-то? Так, вот тут написано. Бывает весом от 100 до 700 грамм. Ну, 700 грамм бурата я нигде не видел, честно скажу. Она всегда маленького размера, где-то в районе 60-100 грамм. 700 грамм бурата я нигде не видел, друзья. Ни в Италии, ни в Греции, никогда не видел. Она всегда маленького размера. Как вы представляете себе 700-граммовую бурату сделать можно? Она просто вся разорвется сразу же. И маленький его размер уменьшительно назвать буратино. Ёпарасоте. Вот все как просто. То есть, если маленькая бурата, называется буратино. Ну что, можно видео делать будет про буратино, да? Съедобную буратино будем делать. Два названия одного и того же вида сыра иногда вызывают путаницу и создают возможность дополнительной выгоды ресторанам, использующим в меню только основное название сыра. Да, слушайте, про буратино я, честно говоря, не знаю. Стоит заметить, что сыр буратино в рассоле в воде дольше сохраняет свою свежесть и нежный вкус. После открытия упаковки в холодильнике буратино остается свежим в течение всего срока годности, если шарики постоянно остаются в рассоле. Да фигня это, друзья, это не верьте, это ерунда полная. Как только вы его открываете, он все равно окисляется, тем более там рассол, там не просто вода. Сразу окисляется, там образуется плесень. Поэтому, если вы его откроете, вскроете, то даже в холодильнике он испортится. Такая упаковка идеально подходит настоящим поклонникам сыра, позволяет иметь свежий сыр буратино под рукой неделю. Ну вот, слушайте, что можно сказать, да? Ну, вроде с базара РФ. С базара РФ написал такую глупость. Слушайте, ну вообще. Я вам честно скажу, даже вот в магазинах, когда я покупал в Греции, а там самый большой был выбор домашних сыров, есть сеть, я забыл, как называется, по-моему, как же называется? По-моему, какая-то. И там в самых больших магазинах привозят с утра сельские фермеры, и они вот в этом рассоле выкладывают эти сыры. Так вот, если вы с утра придете, вы его купите. Если вы приходите после обеда, во многих магазинах этого сыра уже нет. Все, его разбирают. Соответственно, сохранять его, ну, я вообще не представляю, как его сохранить, тем более в жарких условиях, в условиях жарких стран. То есть, а тут говорят о том, что в холодильнике его там можно неделю целую есть. Друзья, вы когда-нибудь пробовали моцареллу открыть, и потом его в открытом варианте там в течение недели ее и есть? Ну, я могу только одно сказать на это, что это, скорее всего, речь идет про тот сыр, который не бурата, не буратино, а который вот, наверное, вот этот с базара РФ продает. Резина, да, сохраняется, сыр нет. Сыр не сохраняется столько времени. Сыр, твердый сыр, да, согласен. Пармезан, который раньше использовали в качестве платежного средства, он как раз тем и отличается, что его можно 10 лет хранить, ничего с ним не будет. Но его технология приготовления совсем другая. Мы, кстати, с вами сейчас можем набрать, например, и почитать про пармезан. Сегодня, видите, у нас Википедия. Но, друзья, мне все-таки больше интересно, каким образом Фавионыч появился на Википедии. Что про него там такого гадость какую написали? Может, вы написали специально? Я, честно говоря, не нашел. Вот, может быть, X1, там, если вбить Фавион.
Давайте Фавионы. Фавионыч. Давайте по-русски вобьем. Вдруг есть что-то про меня. А я не знаю. Нету, слава богу. Ну, можно создать, конечно. Тоже, кстати, можно. Будет идея, подскажите, напишем, кто такой Фавионыч. Прилетел ли он на Пепелаце с Буратиной вместе. Фавион. Так. Ну вот, смотрите, датчик Фавион есть, ссылки на Википедии. Есть, посмотреть можно X1, ну, про Sigma понятно. Я даже смотрел привязанные ссылки, но все равно переход оттуда идет с Википедии. Причем, если бы он один был, я бы понял, их несколько. По дате я посмотрел, последнее редактирование было сделано в 2022 году. Ну вот датчик Фавион X3, последняя редакция, 16 мая, вот 6 июля. Ну давайте самый последний посмотрим по корпорации Sigma. Может там найдем что. Хотел про салат, видите, опять все к Фавиону сходит. Ну что такое, что за дела-то вообще? Не буду все читать. Кадзука Ямаки, видите, какой молодой здесь? Кадзука Ямаки очень молодой. Ну, кстати, очень человек правильный с точки зрения понимания технологии оптики. И кто его смотрел, выступление, он так же, как и Фавионыч, поклонник, и знает цену объективам без просветления. Он, кстати, выносил тогда свой проект, говорил, что мы будем делать вот эти ретро-объективы без просветления. Правда, он упоминал это киношные объективы для кино. Я думаю, что со временем они их сделают, если, может быть, не уже не сделали. Так что вот, Илья, если в курсе, я буду рад информации, если появится такая информация. Я уверен, что он сделал. Причем он говорил как раз вот про ДГДН серию, вот эту, железную, которая первая вышла, 45-ка. Ну, а сейчас это целая уже плеяда, серия, так называемая. Так, если я что-то не путаю. Так. Здесь перечисление как раз всех серий. Про Фавионыча ничего нет. Но у Фавионыча, если вы вобьете в поисковик, в любой, как бы он там будет сразу. Раньше только был Sigma, а теперь Фавионыч есть. Ну и может это хорошо. Но все-таки где же ссылки на Фавионыча я так и не нашел. Ну, не знаю. Может, конечно, Буратино надо вбивать. Или еще что-то. Фавионыч, о чем идет речь сегодня? Мы про салаты говорим или про что? Да, мы про все сегодня говорим. Не знаю, может быть, X3, потому что у меня было множество роликов, посвященных сенсору X3. Я делал даже на мультиязычное видео с роботом-читалкой, который, кстати, смотрит. Так, кремниевый глаз. Ну, кстати, интересно, что в датчике Фавион X3, трехслойных, да, о которых я всегда говорю, я, кстати, здесь не увидел в Википедии информацию про Дика Мерила, который участвовал в разработке этого сенсора. Может, конечно, добавили. Кстати, добавили, что изначально компания называлась Fovionix, что компания американская. Раньше этой информации не было, сейчас, видать, они спрятать не могут, что это не гражданская была контора. И вот здесь где-то я читал, они уже сделали ссылку на это, что Fovionix первая компания была. Так, мозаики, артефакты. Нет, про Fovionix ничего нет почему-то. Ничего нет. Даже ссылки на кодеки первые были, вот эти DCS, о котором я говорил. Ну, я не знаю, является сокращение или DCS Data Conversion System, это на самом деле американская, английская военная компания, и она делает гражданские устройства, лучшие источники в мире для студии. DCS CD-проигрыватели, конвертеры, апскейлеры и тактовые генераторы для CD самые лучшие в мире до сих пор DCS. И с этим мало кто поспорить может. Ну, собственно говоря, они и делали первое устройство высокого разрешения. 32-битное устройство, 16-битное первое в мире они делали. Ну, а сейчас уже. И плюс R-архитектура, и кто знает, ринговый ЦАП, так называемый, это изобретение компании DCS.
И потом уже эта технология пошла, иногда попадает в бытовую технику. Например, в компании Аркам было несколько даков, где стоял ринговый ЦАП. Этот же ринговый ЦАП, по-моему, даже попадал в одно из изделий, если знаете такую компанию Крелл, который основал Дэн Д'Агостино. Сейчас у него собственная компания. Ну, это кто хай-файм, интересуется, в принципе, наверное, будет интересны такие знания. Ну, это топовые научные технологии. Это точная математика, никаких округлений, никаких ДСПшников, которые сейчас напичканы дешевые источники. Поэтому это точная математика. R2R преобразование, так называемое, матричное. Ну, тоже имеет отношение к матрице. Это дорого, сложно сделать, потому что там токи маленькие. Ну, там, кому интересно, посмотрите мое видео по стерео. Так, да, кстати, здесь что интересно, на вот этом сайте, кто не читал, я об этом рассказывал, что до Фавиона, до Сигмы были разработки многослойных аппаратов с технологиями. Более того, существует камера, о которой я рассказывал, Polaroid X530. Она сейчас уже коллекционная, и сейчас уже ее купить достаточно тяжело. Но, тем не менее, иногда на eBay, там, на других аукционных площадках она встречается. Я сейчас покажу, что это такое. Я про нее рассказывал. Оп. Индия. И нету ничего. Интересно. Закрыли. Поэтому найдете X350 и Polaroid, увидите, что там стоит Фавион матрица. Так. Ну, про чай мы не будем. Санузел бельевая. Обустройство террасы. С базара РФ. Ну, понятно, что за сайт. Не будем больше смотреть. С базара РФ. Что-то не то написали. Бурата с томатами, базиликом. Вот вкусвилл. А, кстати, вот на вкусвилл. Я во вкусвилле, кстати, и покупал ее. Ну, вот там несколько видов было. Я выбрал та, которая мне внешне показалась интересная. Так, ну что, про Буратино ничего не написано? Может даже написать отзыв. Самая вкусная бурата производителя Россини. Производитель Россини. Самая отвратительная у Микеланджело. Микеланджело она без веревочки, просто шарик, внутри мешочка нарезанные куски сыра. Представляете, бурата, которая изначально предполагает, что она в мешочке, просто шарики, внутри мешочка нарезанные куски сыра. Россини ставлю 5 звезд, Микеланджело одну. А какой же я использовал? Интересно. Но у меня не такая этикетка была. У меня была белая. Сейчас все побегут бурату скупать. Угу. Ну, насчет 700 грамм, кстати, я вот не знаю. Кто-нибудь у вас, кто из вас кто-нибудь видел бурату настоящую 700-граммовую? Ну вот Гальбани, она по всему миру продается, итальянская. Не знаю, насколько сейчас она в России стала делаться, но всегда она была из Италии, привезена даже в России. Так, с соусом песто. Ну, песто, кстати, мы сами тоже можем сделать, ничего сложного. Это базилик, орех и масло. Кто делал песто? Так, а моя бурата, так, лаперла. Вот, я покупал вот такую, по-моему. Угу. Почему написано соусом песто? Нет, у меня просто белая коробка и вообще без ничего была. Ну, в общем, съедобно абсолютно. И по сравнению с тем, что продается в обычных гипермаркетах, это похоже на бурату. Близко. Не такой тонкого вкуса, конечно, нет, но все равно свежий продукт и нет резины никакой. Поэтому очень часто покупаешь, там просто резина. Просто резина. Резино.
Да, кстати, кто будет смотреть мое видео про регистрацию во Flickr, обратите внимание, там несколько было видео. Одно видео, которое у меня указано, как сделать аккаунт, там я вырезал часть, где мы вводим все эти пароли, подтверждения получаем. Есть еще несколько видео, где я вставлял вот эти все штуки. Я уже не помню где, потому что так много было записано по Flickr. В каких-то из этих видео точно есть показана вся процедура, как регистрация, потому что некоторые не получилось зарегистрироваться и написали мне в комментарии как раз о том, что не могут зарегистрироваться, считали себя какими-то недоразовыми. На самом деле недоразовые, просто система так сделана, что она желательно сделать регистрацию через браузер. Поэтому лучше всего именно так сделать. Не нравится мне цвет такой. Вот такие пироги, как говорится. О чем еще сегодня поговорим? О чем сегодня еще поговорим? Давайте посмотрим Explorer, если хотите, сегодняшний. Обсудим. Да, кстати, сегодня, друзья, в Explorer сегодня один из моих любимых фотографов. Один, я не сказал, что все. Ну, один из моих любимых фотографов. Он, кстати, заставку делал давно, когда еще ковид был. Сейчас покажу. Он вчера выложил фотографию. Я ее отметил, в принципе. И потом искал уже. И, кстати, вчера же тоже один из топовых фотографов, который путешественник, он сегодня на первой позиции. Но было понятно, что это будет первая позиция еще вчера, когда я писал, что понравилось. Зовут его Дэвид Швиндлер. Фотограф действительно узкоспециализированный, делает крутые пейзажи. Могу сказать, что я настоятельно рекомендую вам посмотреть, что он делает, какой техникой снимает и что вообще у него в приоритете. У него очень интересные пейзажи. То есть вот эти съемки с медведями, на самом деле, они выбиваются из всего, что он делает. И здесь разные части планеты, и ночные съемки, и дневные съемки, и вот эта вот вещь, ну, он узнается, и как раз, во-первых, не только даже сколько палитрой, да, хотя нельзя сказать, что у него какая-то собственная палитра. Он работает с разными оттенками, и есть глубоко обработанные фотографии, есть не очень глубоко обработанные. Разные части планеты, есть очень известные работы его, есть менее известные. Вот, например, вот это, вот меня тогда очень сильно впечатлила эта работа. Ну вот вчера он выложил, вот это, кстати, тоже best был вообще, бомбочка. Когда она вышла, я просто обалдевал. Хотя, видите, всего 3000 просмотров, не так много. На самом деле такое снять, это удача фотографа, можно так сказать. А мы сегодня, я хотел вам показать другого фотографа, который тоже вчера угодил в Explorer. Ну, понятно, что здесь тоже как бы есть зона опасности, во-первых, потому что все-таки это не ручной медведь, тем более, что написывают, что это снято на Аляске. И даже если там на русском говорят кто-то, я думаю, что вряд ли медведь понимает. 15 тысяч он набрал. Сегодня, кстати, фотография на первом топе, на самом верху, поэтому, ну, 50-60 тысяч, я думаю, обеспечено точно. В 3 галереях уже добавлено. Чем снято, давайте, если интересно. Ну, он обрабатывает, поэтому здесь эксклюзив закрыт. Ну, Canon, обычно Sony Canon. Я хотел показать вам несколько работ. Ну, во-первых, давайте, прежде чем перейдем к моим любимым фотографам, пейзажистам, я вам покажу еще Райан Дера. И вопросы как раз касаются техники фотографии ночной, вот с нашей галактикой, с дополнительно какими-то скоплениями, да. Является ли это монтажом с обработкой в фотошопе, да, или это реальная съемка и просто сделано так. На Flickr достаточно сложно определить, но поскольку вот эти все стандартные фоны, они все стандартные, поэтому рано или поздно правда всегда выплывает. Поэтому, но иногда это сложно определить. Когда вы уже часто видите, да, вот эти фонов, их тоже много, да. Я, честно говоря, здесь задавался вопросом, сделали это вживую или нет. Ну, во-первых, первое, что обращает на себя внимание.
Вот эти, видите, части, они затемнены. Вот этот куст темный, а вот это яркого цвета. Теоретически я записывал видео, есть локальные, значит, портативные аккумуляторные фонарики, которые, ну, ставятся с нижней части дерева, тем более видно свет откуда, да, вот с этой стороны подсвечивается. Почему этот куст не подсвечен? Ну, может быть, здесь источник стоял, да. Но скала, видите, темная. Дальше, все-таки, когда XHIF, вы можете проследить время выдержки. То есть вы сразу понимаете, какие условия. И многие фотографы это скрывают. Отчасти из-за того, что глубокая обработка, отчасти из-за того, что они понимают, что их там раскусят, можно так сказать. Вчера, кстати, посмотрел очень интересное видео со Стасом Наминым, где он рассказывал свою историю фотографии. Он, кстати, фотограф известный. Где снимка лошадей на фоне города с машинами. То есть это снято одним кадром, причем это не монтаж. Это гениальная фотография абсолютно. Зайдите, посмотрите. На Фотаре есть она. На Фотаре интервью, там часовое с ним. Хорошее видео. А я, по-моему, год назад сделал. Я хочу вам вот этого автора показать. Кристиан Карум. Я его постоянно смотрю, он тоже на меня подписан. Интересный человек. Могу сказать, что вот у этого автора, у него палитра проработана. И его стилистика узнается сразу абсолютно. Хотя в ней работает множество других фотографов, но Карум как бы достиг большого достиг. У него, насколько я помню, подписчиков там порядка 40 тысяч. Что-то такое. 58, я ошибся, извините. В чем же его, чем его находят люди, как его определяют? Я, например, сразу, вот как открыл Explorer, я сразу понял, что это его работа. Приглядевшись, да, вы сможете понять. То есть я тоже могу пытаться описать, что некоторые инструменты дымки, использованные в фотошопе, это действительно так. Во многих его работах это есть. Серия с мельницами, например, вот она тоже немножко размытая, но уже будет сложно его найти, например, вот в этой работе. В этой работе можно. И вот такие работы, такие места есть во многих частях. Даже, кстати, если поехать в Лужково под Питером, вот такие дюны там с землей есть. И, кстати, многие фотографы тоже рассказывали про то, что есть на Тенерифах такая пустыня, в других местах, где очень много народа, и не снять эти дюны, потому что все затоптано. Поэтому, друзья, я вам рекомендую искать незатоптанные места. Или постоянно там. Вот, кстати, ну, сразу узнается, что это вот он. Он, Кристиан Карум. Кортум или Кортум. 50 тысяч просмотров. В Дании сделано. Вы поняли, да, почему я говорил про палитру, почему я записывал? Потому что есть палитры определенные, они цепляют и они привлекают внимание. Плюс он работает в спокойных цветах. У него очень мало, практически нет фотографий, где насыщенные цвета. То есть все такое ведь сглаженное и максимально даже притененные цвета в некоторых случаях. Поэтому я, ну, посмотрите этого человека, посмотрите этого фотографа, я думаю, что вы для себя, может быть, что-то откроете. Эту технику используют, кстати, и в фотографии с людьми. Есть, вот я рассказывал про фотографа и показывал несколько фотографов, которые работают в режиме сказочной фотографии. Они, кстати, дальше там будут тоже. А я хочу вам показать фотографа, который, вот видите, сегодня он не на самом верху, он там на 30-й позиции. Фойон вчера обогнал его. Я шучу. Но его работа сразу выделяется. То есть вот просто вот тыркаешь, и даже не надо говорить, что это Педро Абади. Я про него рассказывал, человек живет в Испании, делает очень интересные работы. Я даже не могу сказать, что это пейзаж, потому что все работы его это полноценный файн-арт. Еще раз покажу его работы. И могу сказать, что работы можно наблюдать долго его. И каждый раз, когда вы будете смотреть, вы обнаружите какие-то связи. Поэтому мне очень нравится то, что он делает. Несмотря на то, что у него небольшое количество подписчиков, но такие авторы. И он выкладывает раз в 16 дней, то есть ну, попадает точно по одной работе в Explorer. Такая же стратегия, кстати, у Сергея была. Это место, кстати, снимали очень многие люди, но вот такого восприятия, да, такой картинки нет. 3800 подписчиков, 3800.
Что еще мне понравилось? Очень часто называет он свои работы по песням названиям. Ну вот, например, Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Вот такая штука. Что еще? Сабандоны тоже. Но у него не просто разрушенные какие-то, а у него обладают они какой-то положительной энергией, потому что абандон стиль, он всегда какой-то отрицательный. Здесь он положительный. Это редкость, это светлые фотографии, светлая работа, светлая энергетика, которой я и стараюсь всех вас приучить или привить. Ну, вот такие тоже встречаются. Ну, согласитесь, да, стиль есть. И вот, например, вот эти две работы, вот это и вот это, они рядом выходили. И, конечно, тоже так. Вроде техника, вроде урбан, да, какой-то, даже это индастриал, да, можно сказать. Но что-то в нем есть, плюс палитры, видите, он старается использовать все палитры, они из вот того набора, который я говорил, как бы натуральное, естественное. Это как бы и привлекает. Поэтому некое сходство с живописью и есть. Ну, пишите в комментах, кстати. Может, вы почитаете по-другому, что я не прав. О, что за квадратик? Ё-моё, что такое? Саба Д Про. Это, ну, что можно на фотографии такое делать? А как это он сделал? Не понял. Это что, теперь можно на фотографии добавлять комментарий? Или это глюк системы? А мы сейчас проверим. Сара Д Про. Есть такой комментарий? А, это может быть, если добавлены кто на фотографиях, вот здесь. Сейчас посмотрим. Наводите, получаете там. Нет, это people нету. People info. Нету people. Значит, это не люди. Так, Сара Б. Что это такое? Excellent, это вверх. Вот фотография. А почему она, кстати, она отразилась? Это мне очень интересно, как это они сделали. То есть я навожу на картинку. Хоп. И здесь получаю Вандербар Урик. Очень интересно. Я не знаю, что это такое. Но видите, его здесь нету. Есть один комментарий, но он совершенно по-другому написан. И люди, которые на фотографии, его там нет. В галереях нет. Что это такое, честно говоря, не знаю. Можно, кстати, эти вопросы задавать в раздел, который во Flickr называется блог, Flickr блог. Там как раз об этом говорится. И в каждой группе есть еще отдельные вещи. Например, в Explore, как бы блоге, там как раз вот такие темы интересные можно задавать, получить ответ от разработчиков. Впервые такое вижу. Я не понимаю, что это такое. И переход. Я не знаю, может он каким-то образом код как-то вставляет в работу. Насколько это законно, не знаю. Но я, честно говоря, такое не видел ни разу. Наводил на фотографию. И здесь, кстати, есть что-нибудь? Может, на других работах? Очень интересно, я это обнаружил сейчас вместе с вами, друзья. Я не понимаю, что это такое. Как можно вот комментарий добавить на работу саму? Еще и квадратик высвечивается. Очень странно. Очень-очень странно. Да, вопрос. Чем больше вопросов, тем больше еще вопросов возникает дополнительно. Но двигаемся дальше. Может, салаты найдем здесь тоже. Видите, как мы от салатов к бурате, от салата и бурата перешли к фликеру, Фавиону и Фавионычу. Так.
Давайте еще раз в Explore. Раз уж я упомянул сказочную фотографию. Ну, макро здесь мы говорили об этом. Макро фотографии всегда присутствует. В этом, кстати, сегодня много животных. Много сегодня животных. Я хотел показать вам что-то из сказочного. Эту птичку тут уже год назад люди там уже вешались от этой птички. Потому что в каждом фликере было 5-10 таких птичек. Все одинаковое. Ее там миллионами фотографируют. Но она фотогеничная. И вот сегодня. О, какая камера. Вот настоящий инструмент. А вы говорите. Sigma, Canon, Nikon. Как в фильме. Да? Вот камера. Вот эта камера. И, кстати, по всему свету, ну, узнается, да, понимаете, да, что это такое. Не знаете, что такое? Ну, это похоже на Висту, кстати. Делается как? Я встречал это в Европе. Делается красивый такой ящик, и туда могут вставлять фотокор какой-нибудь там, а сзади там цифровая камера, еще что-то. Но в данном случае здесь все-таки человек, видите, вставил полноценный средний формат. У него рукава здесь, поэтому он понятно, что заряжает ее. И, соответственно, вот ведерко для денег. Штатив похожий, кстати, на Берлибах, только еще более крепкий. Или, может быть, старый какой-то. Prezzo la Voluntas. El Blanca y Negra. Cetrato Artisanal. Переведите, кто знает. Ну, Бланка Негро, я думаю, что каждый поймет, что такое про Бланку и про Негро. Ну, видите, какая у него бленда здесь. Ну, сиконик лежит, похоже. Здесь, наверное, в шкафчике дискеты. Здесь еще что-то. Ну, даже можно прочитать. Какая интересная камера. Ну, молодец. В Испании, в других местах тоже стоят такие люди, делают моментальные фото, грубо говоря. У них есть там возможность проявить все это быстро. Пластиночку продать потом. Ну, в описании там особо ничего он не написал. Ну, собственно говоря, снимал-то фотограф его. Я думаю, что это не он сам. Так, я хотел показать вам сказочную фотографию. Это не она. Хотя для кого-то это тоже будет сказочная фотография. Я не люблю такие постановочные кадры, тем более, когда лица угрюмо смотрят в камеру, собаки отводят взгляд, потому что мне надоело уже сидеть. Эта фотография называется «Пытка» для модели. Модели. Не люблю такие работы. Где сказки? Сказки будут сейчас. Опять птичку. Так. Сейчас мы найдем ее. Ну вот то, что я говорил про молнии, раз уж мы движемся сверху вниз. Видите, как человек делает водяной знак. Ну, признак того, что, скорее всего, работа продается где-то на какой-то площадке или на своем сайте. Storm с подсветкой. Grand Beans. Саскачеван. Америка. Манитоба. Ну, там ураганы всякие в этом штате. Вот видите, эти отростки, то, что я говорил. И здесь тоже, видите, двойная молния, как вот я снимал тоже. Моя молния тоже была двойной, но я не захватил углом. А здесь видать, что это угол, ну или молния была далеко. Ну вот видите, все эти отростки видны. Сейчас мы изучим, посмотрим. И вот здесь человек понимает, что он делал живой кадр. Это не постановочная молния. Видите, Nikon 850, который я рассказывал, великолепная камера, хотя много лет выпускается. До сих пор все ее там многие хотят. И к ней приближается. На момент выхода, кстати, моей камеры, ее сравнивали с 850-м Никоном по печати. Ну, видите, на закрытой. 15 секунд. Как Иванович снимал в Турции, 15 секунд и 30 секунд. Есть вариант попасть и поймать молнию. Ну и дальше, видите, все расписано. Вот ваши там 850 сколько, я не помню. Подскажите, 50 мегапикселей, по-моему, да? Насколько я помню. Ну, если там 7 на 4, 28, 36, может 36. Я забыл уже. Вот. Илья знает, или 36, или 50. Так, там, по-моему, в каком-то новом 36 они сделали. А в старых, по-моему, 50 было. Ну вот, все написано, видите. Шторм, название.
Adobe на винде обработаны. ISO 200. Xkifa версия, дата съемки точно, видите? Ну, это живой кадр, понятно, что его можно продавать, потому что это не постановка, это никакой не коллаж, как сейчас модно говорить. Ручная экспозиция, баланс, экспозиция полностью ручная, человек ставил. Так, 14 миллиметров, 35 миллиметров формат, 14 миллиметров. Фокальная длина. Линза 14 миллиметров, 1,8. Ну да, широкий угол, как я говорил. Ну, хотя у меня, просто расстояния большие здесь, и поэтому и получилось такое сделать работу. Ну, хорошая фотография. Мне такие нравятся. Я вообще молнии фотографировать это очень интересно и увлекательно, особенно под дождем. Это очень увлекательно, честно скажу. Я пришел весь мокрый, хотя вышел там на полчаса, бегал, снимал. Хорошо, когда тепло, когда зимой или осенью. Зимой, кстати, молнии снимали когда-нибудь. Так, где сказка? Ну вот типа сказки, на самом деле это не сказка. Это просто портрет. Портрет. А сказка была, кстати, вчера. Вчера были сказочные фотографии. В первой двадцатке было несколько. Подолинская, по-моему, попала вчера. А в принципе же можем посмотреть, да. Ну как это делается? Ну вот вы. Face. И смотрите все, что я сегодня или вчера залайкал. Ну, кстати, портрет мне понравился. Вчера, кстати, рядышком вот эти две работы со мной находились. Да, они до сих пор в Explorer висят. Если промотаете ниже, там увидите. Так, где же эта сказочка-то? Она вчера тоже в двадцатке первая. Ну, вот она. А, нет, это было внизу фотография, кстати. 352 всего. А выше была работа гораздо интереснее. Там была парочка сказочная. Опять эта птичка, видите, кругом. Она вчера, кстати, в тройке была. Эта птичка уже всех достала. Я уже, когда вижу этих птичек, хотя я уважаю людей, которые делают, животных снимают, но просто есть некая грань разумного, когда, понимаете, приходишь там в хай-фай, да, салон, и в некоторых, в Мюнхене, например, на многих стендах написано список запрещенных произведений, там, Dire Straits, там, Pink Floyd, там, конкретное произведение, потому что они уже, понимаете, если их 1000 раз постоянно люди слушают, ну, невозможно же столько слушать одно и то же, это же просто с ума сойдешь. То есть никакого развития, во-первых, нет, во-вторых, это просто, неприлично. Слушать одну и ту же музыку, которая имеет узкий диапазон, динамику и узкая направленность. Так, где же сказка? Вот, кстати, тоже мне понравилось. Вчера работа рядышком со мной тоже была. Тоже интересная, кстати. Очень интересный арт. Мне понравился. Так, где? Я хотел эту сказку найти. Сегодня, видите, как у нас спутанные у нас сегодня. Вот, кстати, на вершине были вчера вот эти работы. Манфред Сварт, кстати, очень известный тоже фотограф. Так же, как вот Марко Лемос, он тоже был на верхушке вчера. Вот, кстати, вчерашняя верхушка, можно посмотреть. Так, а где же сказка? А так хотелось сказки, да? Ну, львы тут пошли. Сейчас доберемся. А вот, кстати, смотрите, опять Коэн Джакобс вчера был со своим айфоном, хотя он снимает лейкой Q2 вот этой новой. И он сейчас перешел на съемки односекундным режимом с движением. Ну, кто догадался, как он это делает, ну, напишите. Я-то, в принципе, догадался. Это настоящий пикториализм, хотя он называет его блюр, это полноценный пикториализм. Он снимает сейчас вот 12 Pro iPhone. Перешел сейчас, очень много работ делает в этом жанре. Ну, топовый фотограф, автор. Несколько лет он был награжден фликером. Ему там, кстати, даже Лейка подарила камеру. Так что вот его работа. Это все на iPhone сделано. Кстати, Олегос недавно записал видео очень интересное. Вчера, по-моему, позавчера по поводу
стоит ли вкладываться или инвестировать в фототехнику, еще вообще чем снимать. Ну, многие правильно восприняли его видео, в принципе, он говорил все верно. Инструменты, это только инструменты. И об этом и Намин говорит, и другие фотографы, и Савельев. Если вы купите Arcus Swiss и думаете, что вы будете снимать красивые фотографии, если вы не умеете фотографировать, ничего у вас не выйдет. Если вы умеете фотографировать, вы дыркой в картонке сфотографируете. Я полностью с ними согласен. Ну, это про дырку с картонкой, это я сам придумал, если что. Можно, конечно, красиво это назвать. Дырку с картонкой. Ну, вот, кстати, Вандервольф, я Вандерграфом все путаю, голландец. Он постоянно снимает эти домики, у него много этих домиков. Ну, вот он тоже вчера залез в Explore. Ну, честно говоря, тоже вот присытились вот эти домики, их там такое количество. Ну, тут пляжные домики, где хранятся все эти причиндалы. В Питере, кстати, если фотографии посмотрите 19 века, там есть, начало 20-го, там есть такие на побережье Сестрорецка, где дюны были, вот там Сестрорецк, там вот эти домики стояли, и там даже были специальные такие санки на колесах, такие штуки для лошадей, чтобы можно было дома зайти. И это реально фотографии, это не рисунки. Это реально все было. Ну, вот видите, опять эти домики. Эти домики очень многие любят фотографировать. Домики, домики, домики. Ну, видите, он работает в стиле таком, назовите как, в стиле домиков. Очень много домиков. Ну, палитра, видите, тоже есть какие-то понимания. Хотя он здесь, я так понимаю, что коррекции особо не делают. Ну, видите, старается искать какие-то естественные цвета, иногда яркие. Домики не домики, а 15 тысяч подписчиков есть. Так что вот думайте сами. Узкая специализация, она тоже имеет свои преимущества и имеет обратную сторону. Поэтому я не могу сказать, что где-то это хорошо, где-то это тормозит наоборот. Ну, тренинги мы не будем смотреть. Какие тренды сейчас во Фликере. Давайте помотаемся и посмотрим, кстати, что у нас сегодня еще интересного есть во Фликере. О, какая работа. Ну вот если сейчас не открывать, не смотреть, то я бы сказал, что это можно было снять на пленку и на слайд. Или можно было снять Fuji в их режимах, где модулируются съемки пленки. Ну, вот сейчас, видите, Xkif я не открываю, но видно, что разрешение не очень высокое, поэтому есть вероятность, что это действительно снято пленкой. К сожалению, дальше не увеличивается, думаю, что это вполне вероятно. Более точно мы можем посмотреть, если, ну, во-первых, пролистаем, где это добавлено. Если человек добавил в какие-то альбомы, видите, здесь нет ничего, не указано. Но мы можем посмотреть, чем человек снимает. Вполне вероятно, что он вообще снимает только пленкой. То такое тоже возможно. Или это техника обработки такая, да? Чем интересен Flickr, что вы можете найти для себя какую-то интересную нишу или посмотреть, как другие люди используют. Да? Вот видите, под инфракрасную, только с другой гаммой обработка. Хорошая. Ну, можно прочитать все-таки про него, если он что-то указал о себе. Можете прочитать. Это все можно разместить во Flickr, чтобы люди, которые к вам заходят, ну, видите, как все грамотно. Канарские острова, испанский фотограф. Дальше принты он продает. И есть блог, где можно почитать про него. Точно так же вы можете оформить свой сайт. У меня тоже есть ссылки на какие-то ресурсы с Flickr. Обратные переходы. Важно, куда вы будете трафик гнать, как говорят, да? Тайса Хорти на русский перевел, да? Ну, видите, тут интервью он берет. Обработка в фотошопе. Портфолио. Портфолио.
Ну, здесь мы понимаем, что это явно не пленка. Тоже, видите, сказочные фотографии. Ну да, это глубокая обработка Photoshop. В некоторых случаях даже коллаж. Ну, это то, о чем Айнамин тоже говорил, что вы можете сфотографировать, а потом можете из этого, из фотографии, что-то делать. Модифицировать, использовать техники монтажа, еще что-то, коллажа, коллажирования. Потом сами найдете свой стиль. Поэтому просто нажимать на кнопку, как некоторые считают, что ходишь, нажимаешь кнопку и ничего не делаешь. Ну, есть и такой вариант. Да, NFT продает, кстати, друзья. Можете посмотреть. Давайте посмотрим. На Foundation. Кстати, одна из платформ, одна из самых дорогих по размещению. Там есть еще дороже. Но Foundation одно из самых такой известных мест, где можно посмотреть, как люди продают свои работы. Об этом у меня видео по NFT было. Поэтому можете посмотреть, кому интересно. Ну, ценник такой средний. 0,3 эфира. Эфир сейчас упал, конечно, но все равно. Это не фотостоки, могу точно сказать. То есть по $1000 за работу это не центы. Ну и здесь, конечно, будет описание, потому что для того, чтобы продать на Foundation, нужно, конечно, обязательно делать описание. Посмотрим, что у него написано. Ну, во-первых, описание вот самой работы. Но проблема в том, что мы ищем кого-то, чтобы состариться вместе, а секрет в том, чтобы найти кого-то, с кем остаться ребенком. Чарльз Буховский. Чеканина 1 июня 22 года. Так уже продано, друзья. Уже продано за 0,3 эфира. Так. Купил кто-то, уже можно посмотреть, кто. Так. Что я хотел? Я хотел не это. Я хотел посмотреть еще. Фликер. Давайте с фликером завязывать. Это у нас сегодня про салаты тема, да, но мы как погрузились, погрузились в салаты. Погрузились во фликер. Я что-то хотел спросить, забыл уже. Так подготовился, да? Да, наверное, так подготовился. Ну, сообщения. Я на самом деле люблю пользоваться планшетными фликером или на телефоне. Они удобнее, но более быстро отвечать на большое количество комментариев, конечно, на компьютере. На компьютере по-другому все это выглядит. Ну и, соответственно, вы можете заодно посмотреть, как-то быстро отреагировать, посмотреть все крупным планом. На планшете, кстати, тоже можно и так работать, и так, можно через браузер. Почему я работаю на планшете, мне это нравится и считаю, что почему нет? Why not? Как говорит Илья. Так, что тут? Группа, что ли? Ну да, понятно. Ну, в общем, друзья, вы поняли все. Что ничего не понятно. К чему салаты, к чему? Ну, поболтать сегодня, видите, все работают. Понял, что не ядничает. Рассказал вам про буррато, мы вместе с вами посмотрели, может быть, кому-то понравится и кто-то сделает этот салат. Сразу скажу, что если кто-то подумает, что мы помидоры заменим огурцами, что там еще, базилик заменим щавелем, а буррату заменим творогом, друзья, не надо тогда вообще это делать. Выкиньте это с головы. Если вы хотите сделать буррато салат, делайте так, как это нужно. А подсолнечное масло заменим этим, как оно называется, пальмовым.
Или каким там? Или, ой, не подсолнечным. Оливковым маслом заменим подсолнечным или пальмовым. Из пальмы выжмем. Или еще какой-нибудь из виноградной косточки. Нет, друзья, не получится. Делать нужно так, как сделано. Именно это сочетание вкуса. Ну и перец, ну, конечно, лучше не молотый, а молоть, как вот я делал. Или там электрическое, или вручную. У меня, кстати, стоит там наверху на полочке такая бронзовая штука. Такая. Не каменная, которая сейчас модна, а бронзовая. Я ее купил на вершине Тахталы. Когда только первый подъемник туда пошел, первый год, я там всеми правдами и неправдами пытался попасть. Но вот попал. И на вершине там продавали, я купил бронзовую ступку и пестик. Не тычинку, а пестик. И вот там как раз это купил. И если у вас нет перцемолки, но есть хороший, крепкий, хороший выдержанный перец, не ссохшийся, который 10 лет назад, а свежий, то вы можете сами натолочь. Хоть стеклянной там чашкой, хоть там чем угодно. И вот тогда это будет салат. Бурата салата. Так что вот, друзья, сегодня такой у нас салат из всего. Бурата салата, лимоната, павёныч лимоната. Бурата салата, павёныч лимоната. Так что жду комментариев, друзья. Как будем называть второго персонажа? Скажут, у Фавёныча началась это, как называется, болезнь. Раздвоение личности. Шизофрения. Нет, не шизофрения, это некий персонаж. Архетип. Фу, да. Ну, время такое, видите, сегодня я днем выхожу. Вечером мне не очень удобно, поэтому я решил днем посидеть. Сейчас пройдемся, погуляемся. Посмотрим, что у нас, какие еще бураты появились. Буратины. Ну, буратины тоже мы сделаем. Буратины мы сделаем. Ну, друзья, на сегодня, наверное, мы завершим. Раз сегодня комментариев нет. Ну, посмотрите, не посмотрите. Все, кто хочет поддержать, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Кто хочет большего, кто с ящиков смотрит, вот здесь есть ссылка. Под описанием будет. На моем канале все есть, поэтому всем удачи, друзья. Пленыч, не спи, хватит уже спать. Вытаскивай свою пленочную катушку. Всем удачи, пока, друзья. Бурату не забудьте сделать.